Извините, пожалуйста. Решение? О каком решении вы говорили? Я так и не понял. Что за решение? Самолет? О каком самолете речь? Я не понимаю. Нет, это вам к Владимиру Владимировичу надо. Он тоже не понимает? Самая обсуждаемая новость на деле, он не в курсе? Вы еще скажите, что российские телевизионные каналы об этом промолчали, и Минобороны все отрицает, да? Промолчали и отрицает. Ну тогда идите в банк и заявите, что не верите в существование Путина. Раз не было самолета, то и Путина нет. Да, в Кремле забегают. Путин пропал, смешно будет. Вы только представьте, да? Сегодня на форуме в Петербурге Макрон и никто провели одностороннюю встречу. Да. И никто рассказал о повышении зарплат бюджетникам. Ну да, спасибо. И вам всего доброго. Служу здравому рассудку. Да. Из Государственного департамента здравомыслия по делам России звонили. Я консультирую их немножко. Да ладно, hello people, my name is Andrew Slapinas, I speak Russian and this is «Держитесь там». Я не зря заговорил по-английски, мы тут в Литве усиленно готовимся к чемпионату мира по футболу. Матчи будут проходить не только в Саранске, но и в Калининграде, именно поэтому в литовской Клайпеде выкуплены все гостиницы на время проходящих матчей. Но мы не Украина, и нашу страну не разделила на два лагеря, где одни с синдромом Лиги чемпионов взвинчивали цены на аренду в сотни раз, а другие, наоборот, готовы были предоставить жилье бесплатно. Вот интересно, а всех ли в Киеве поделило на два лагеря? Ну, к примеру, полицейские в преддверии финала тоже могли бы поднять расценки и подчищать карманы граждан на 100%? Или в противовес недобросовестным стражам закона совестливая полиция грабила граждан совершенно бесплатно? Или жрицы любви? Их-то законы рынка подталкивают поднимать расценки в несколько десяток раз. Интересно, нашлись ли среди киевских гражданок те, кто помог иностранцам бесплатно? Ну да ладно. Лига чемпионов позади, а чемпионат мира впереди. И мы, литовцы, к нему готовимся. Готовимся встречать болельщиков и говорить с ними на их языке. На английском, на русском, на пьяном, а точнее с пьяным. И даже провели репетицию таких встреч. Наши пограничники организовали тактические учения. Из транзитного поезда были силой высажены футбольные фанаты без необходимых документов под шофе и оказывающие сопротивление должностным лицам. Репетиция прошла на ура, и теперь мы можем смело делиться опытом с другими. Вот небольшая инструкция для ловли пьяных футбольных фанатов от нашей передачи. Во-первых, убедитесь, что перед вами футбольный фанат, а не обычный гражданин. Ну, помните, футбольный фанат немножечко пьян, малюсенько, агрессивен, кричит какие-то патриотические призывы, а также уверен в победе своей сборной, даже если та не преодолела групповой этап. Во-вторых, если вы увидели фаната, собирающего в группу с другими самцами, помните, в этот момент они особенно опасны. Лучше всего избегать их взгляда и на всякий случай не разговаривать на чужом для фаната языке. Даже если это литовский язык, для фаната он звучит как «немецкий я!» И у него появляется желание повторить и избить вас, поблагодарив тем самым деда за победу. Или же вы увидите фаната с самкой или с детенышами, то чаще всего в этот момент он не представляет никакой угрозы. Если, конечно, вы не встретили их в Турции или Египте. В этих зонах, где все включено, настоящая опасность исходит как раз от самок фанатов. Особенно если в них вселился алкоголь. Как говорится, «Тагил!» В этом случае все проходит как в гоголевском вии. «Поднимите меня с лежака, покажите мне этого литовца». Если вы все-таки решили поймать футбольного фаната, то помните, что лучше это делать во время миграции к футбольным полям. Фанаты посещают место обитания других фанатов, водка, пой и алкомиражи. Поэтому вовремя расставленные капканы в виде больших экранов, патриотических кричалок и алкоголя помогут вам поймать здоровую особь, которую в дальнейшем можно приручить, выдрессировать и сделать домашним питомцем. А домашний алкоголик очень полезен, знаете. Он отгоняет чужих алкоголиков, можно договориться с любым и обо всем, и в случае чего занять до понедельника. В нашей прибалтийской семье
Самой передовой державой является Эстония. Ох, как масштабно звучит эстонская держава. Так вот, на севере Прибалтики всерьез задумались о возможности голосовать на выборах с помощью смартфона. Но это, конечно, не так инновационно, как на последних выборах в России, когда можно было просто кивать в экран телевизора, и это засчитывалось как голос, но все же. Правда, пока непонятно, как это будет происходить, но мы готовы помочь с идеями нашим северным братьям. Я думаю, что самым удобным решением будет создание аккаунтов кандидатов в программке Tinder. Знаете, такое приложение для знакомств. И прямо там и голосовать. Вот настраиваешь в приложение геолокацию, так, показать всех кандидатов в радиусе 150 километров. Ну, это как раз вся Эстония, чуточку Латвии и Финский залив. Выбираем возраст и поехали. Смотришь на фотографию, и если нравится кандидат, то смахиваешь по экрану вправо. Если не нравится, влево. Так, это нет, а вот это да. Я хоть из Европы, но мужчины не в моем вкусе. А вот это вроде ничего. Кирсти, возраст, ага, вообще друзья. Угу. Вроде бы неплохо, интересы, биология, управление, украинские олигархи. Лайк. Ну а теперь надо ждать, чтобы и меня лайкнет в ответ, и тогда можно будет пообщаться. А вот, и лайкнула. Сейчас и выясним, что за кандидат. Что делаешь? В Киеве у друзей. Угу. Чем занимаетесь? С Северным потоком боремся и собираемся на Донбасс. Ну, удачи. Чует мое сердце, что скоро и про вас соловьиная трель запоет по федеральным каналам. Ну, а президент Эстонии недавно точно посетила Украину, где отметила, что у Украины и Эстонии тесная экономическая дружба. Ну, как бы дружба, но за деньги. Хотя в этом случае это скорее конфетно-букетный период. Ну, хотя, с другой стороны, в прошлом Украина, деньги, дружба упоминалось в одном предложении, было нормально и довольно часто. Во всяком случае, Южный поток этой самой дружбы. Вот теперь Эстония и Украина вместе собираются противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». И вот тут ситуация следующая. Украина борется с этим потоком, потому что есть серьезные территориальные проблемы с Россией, а вот у Эстонии эти проблемы появятся из-за этой самой борьбы. И вот трубопровод жизнедеятельности Украины не выдержал и полился в сторону украинских властей. Глава МИДа России Сергей Лавров так и сказал: «Будете себя плохо вести, не ратифицируем пограничный договор». Прямо как в детском саду. Я запрещаю тебе дружить с Петей, или я с тобой дружить не буду. Хотя тут скорее не позволю любить себя, так как польза от эстонско-российской дружбы не особо заметна. И оказывается, Россию надо любить. Слова плохого не говорить, и тогда она будет выполнять свои обязательства. Как сварливая, вредная баба, честное слово. Ты меня люби, молчи, терпи, и тогда я буду выполнять свои супружеские обязанности. Или не буду. Как мне захочется. Но подумать не только о внешних, но и внутренних проблемах России поручили переизбранному и вечно позитивно сонному премьер-министру. А Дмитрий Медведев, в свою очередь, поручил Минфину и Минэкомразвития до 6 июля найти источник финансирования для исполнения нового майского указа президента. Ну, прямо как в сказке. Пойди туда незнамо куда, чтобы выполнить то незнамо шо. А далее пойдет сказ о том, как царевич Дмитрий для царя-батюшки деньги искал. В некотором царстве, да в российском государстве вздумалось как-то царю-батюшке вспомнить о том, что он справедливый правитель. А по ходу дела может и народу помочь. Это уж как получится. Народу он помогал по проверенной схемочке. Чуть народу поможет, чуть себе. Оттого и жил в золоте и достатке. А народ, хоть и поддерживал царя, процентов эдак на 76, но жил в бедности. Оттого с митингами да с недовольствием бузил. Царь-то не особо переживал, считая, что ежели не свой, так сирийский народ оценит его благородство. А свой пусть смотрит и завидует. И была у царя забава ежегодная обгонять соседние царства в экономическом развитии. Каждый май этим болел. Народ привык к таким царским повелениям, отсюда и название диковинное придумал – майские указы.
Да только счетоводы царские подсчитали, что на желание царские в казне денег не ахти. В амбарах что мыши погризли, да дырка от бублика. Еще прошлые указы, да война с соседними царствами и государствами унесли из казны вагон да маленькую тележку. Да и новая орда на царство двигается, санкциями во главе. И тут никакое импортозамещение не поможет, как бюджет и ВВП не растягивай. Но раз есть царский указ, должен быть и наказ. И приказал он первому помощнику Димке найти денег. Для начала он спросил у бывалых лиходеев, Рамзана Разбойника, да у чуда-юда Жириновского, мол, богато живете, может, поделитесь? Они вот ответ держат, мол, сами на гособеспечение впроголодь живем, федеральный бюджет, пойди, не резиновый. И собрал тогда Димка бояр по финансам да по экономическому развитию и погрозил пальчиком, мол, давайте выполняйте, чтобы майские указы до к лету были выполнены. Но недолго сказка сказывается, да долго дело делается в российском царстве. Всегда так, год за два, весна к зиме, да до конца года. И решил Димка совета искать у 12 месяцев. Они ведь весь год крутятся, вертятся, да все про деньги знают. Но январь оказался затратным. Откуда у него деньги? У февраля денег тоже не оказалось, но зато много обещаний. Март все на предвыборную кампанию растратил, да на баб. Апрелю и верить нельзя, того и гляди, в дураках окажешься. В мае парады, инаугурации. Промаешься и денег не будет. Летом отпуска, откуда деньги взять? В сентябре детей в школу собирать, снова без денег. У октября сплошь счета за отопление, да подготовка к зиме. А у ноября настроения нет и годовщина революции. У декабря одна отмазка: мне подарки покупать, да и праздники близко, давай после Нового года. И оказалось, что весь год денег не было и, видимо, не будет. Придется до новых майских указов ждать. Остается держаться, да поясок затягивать. Одно радует: Крым наш! Но с Крымом этим оказалось царство российское у разбитого корыта. Лучше бы он ихним остался. Тут бы и сказки конец, да только ждать его окончания еще лет так 6. А дальше поговорим о той, которая ще не вмерла. Хотя правители и очень стараются. И, по-видимому, так стараются, что оговорки дикторов на телевидении не случайны. В Николаеве в прямом эфире 35-го телеканала диктор новостей допустил ошибку, прочитав новость суфлера без пауз. Брудний та смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував стан Миколаївського залізничного вокзалу. А я считаю, что это не ошибка. Я тут был проездом в Украине и скажу вам, какая инфраструктура, такой и министр. Давайте не останавливаться, давайте и других министров называть по состоянию дел в их ведомстве. Поющие романсы, министр финансов, хрен вам дать министр культуры и держитесь там министр социальной защиты и труда. Но такая простая оговорка меркнет на фоне акции Дня Европы в Черновцах. Там участники и почетные гости выступили на фоне такого плаката. Оказывается, Крым ваш, наш, их, всех. Судя по плакату, Крымов на всех хватит. А может быть, это символ того, что проблему Крыма Украина надеется подбросить Европе, потому что пока не в состоянии ее решить. А решать давно пора. Если не с оккупированной территорией, то хотя бы с теми, которые пока не принадлежат России. Депутаты ЛДПР намерены поднять вопрос о разрыве базового договора сотрудничества с Украиной, который запрещает сторонам участвовать в договорах, направленных друг против друга. Ну, понятно, что на этот договор российской стороне давно плевать, но пока не официально. А тут собирается уже на официальном уровне это обозначить. И тогда уже можно признавать псевдореспублики на Востоке, и референдумы там проводить, и неофициально отправлять неофициальных их там нетов и зеленых человечков. И на фоне всего этого британский телеканал BBC подливает масло в потухший огонь в глазах, сердцах и делах украинских властей. BBC рассказал, сколько стоит украинцам дружба их президента с президентом США. Петро Порошенко сразу же заявил, что встречался с Трампом не за деньги, а по любви. А вот в Лондоне поговаривают, что встреча с продажным Трампом стоила святому Петру $400 тысяч. Ну, хорошо, что продлевать не решился, ведь надо было сначала всех посмотреть, мог подыскать варианты и подешевле. Отделался бы цветами, конфетами и рассказами о доблестной борьбе с Северным потоком-2. Думаю, чтобы узнать правду, надо спросить у Трампа, платил ему Порошенко денежку или нет. Но Трамп выкрутится, он еще тот артист. И может поэтому встреча с ними стоит так дорого. Например, мы только все втроем, все 3 президента балтийских стран сумели
собрать денежку. А думаю, что двойники Трампа вообще колесят по миру и собирают толпы богатых чиновников бедных стран на свои концерты. Этакие дети лейтенанта Трампа. Вы знаете, чем занимался Трамп до президентства, Шура? Трамп был профессиональным миллионером. И кто знает, не занимается ли он подработкой сейчас. Схема с двойниками со времен ласкового мая еще работает. А далее поговорим о нашей излюбленной теме, о санкциях. В украинский список неблагоприятных компаний попали сразу 2 белорусских предприятия. Как указано в документе, под санкции попадают юридические и частные лица, которые причастны к информационной и киберагрессии против Украины, а также противоправным действиям против граждан этой страны. В частности, киберагрессию против украинцев проявляли белорусский «Мир пива» и Мазырский спиртоводочный завод. Вот если это не остановить, то граждане Украины точно начнут превращаться в роботизированную помесь алкоголя и человека. Вы только представьте, как обычные работяги, которые хоть и не крепкие, но берут количеством, начинают трансформировать в пивной батальон, у которого каждые 15 минут перерыв, а на любые замечания начинают пениться и бежать за чем-то покрепче. Офисный планктон постепенно превратится в текиловые войска, где цель одна – заработать пару лимонов, и для этого они готовы вынюхать и лизнуть все, что угодно и у кого угодно. Ну а руководство страны со временем трансформируется в отряд Мартини, который можно смешивать от партии к партии и от выборов к выборам. Но главное не сбалтывать, иначе может грозить очередным переворотом. Но давайте учтем, что киберугрозу несет алкоголь из Беларуси. Так что это, скорее всего, будет помесь человека и трактора «Беларус», который может обработать полполя на одном только алкогольном пару. Вы скажете, шутки шутим? Ну какие в Беларуси инновации? А вы посмотрите на 7-й международный экономический форум в Витебске под бродским названием «Инновации, инвестиции, перспективы». Ведь именно там представили мощнейшее и новейшее алкооружие под названием Apple. Такого мощного удара яблочным спасом не мог предсказать даже Стив Джобс. Удар, после которого вряд ли восстановится не то что украинская, любая операционная система. Но пока одни воюют и пытаются избежать кибернетического удара, другие стараются объединиться, чтобы создать что-то мощное и неожиданное. На ваш суд представляется сыр крымский, изготовленный в Казахстане компанией «Белорусский дворик». Лучший ответ на любые санкции. Импортозамещение во всей красе. Ну и раз уж мы заговорили про алкоголь, то тему надо развивать. Для этого нужно перенестись в страну, где большая часть населения умеет пить, много пьет и даже этим гордится. Welcome to Russian Federation. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что пьют только в России. Мы, литовцы, тоже в лидерах. Но в России складывается ощущение, что пьют там все. От грузчиков до менеджеров, от избирателей до правителей. Алкогольное крещение какое-то просто получается. В ближайшие недели в крестный путь на борьбу с трезвостью пойдут выпускники школ. Алкоголь и дети – понятия несовместимые, на первый взгляд. Но не будем никого обманывать. Если бы не было алкоголя, никто бы не вспомнил про Репина и Грозного. Не было бы таких профессий, как свадебный ведущий, депутат и строитель. Да что уж скрывать, если не был алкоголь, многие даже не родились. 1 июня – День защиты детей, и мы решили составить список главных опасностей, которые их подстерегают на 1/6 части суши. Как говорится, врага надо знать в лицо и по имени. Первый в этот список попадает Василий Власов. Именно этот человек выступил с инициативой разрешить выдавать ипотеку с 14 лет. Этакий ипотечный педофил. Депутат ЛДПР, народный, прости господи, избранник, предлагает отдавать детей в кредитное рабство с 14 лет. Это еще даже не восьмиклассники. Ох, как заиграет новыми красками творчества Виктора Цоя. Мамина помада, сапоги старшей сестры, а квартира в спальном районе своя. Я уж представляю эти разговоры на переменах. Свет, а ты уже с Пашкой целовалась? Нет, но ипотеку совместную взяли. Родители будут давать деньги на обеды, а дети будут с них кредиты выплачивать. А учителям каково? Работали всю жизнь и живут с родителями, а у их учеников свои квартиры. С другой стороны, кроме указанных очевидных плюсов, есть большая вероятность, что возможностями детей воспользуются родители и сядут им на шею. У вас невыплаченные долги? Плохая кредитная история? Не беда. Повесь ипотеку на своего ребенка и живи в новой двушке спокойно.
Это ж как хорошо будет многодетным семьям. Это ж сколько недвижимости можно понабрать. И все это успеть сдать приезжим и красиво жить на Гоа. А дети? А дети пусть доучиваются и отрабатывают. В общем, отличная инициатива от представителей самой либеральной и демократической партии России. Вторым в списке опасностей для детей стоит Карабас-Барабас Рамзан Ахматович. Идея ноу-хау, такое свежее задуманное хау-нау, заключается в том, чтобы провести в Чеченской Республике коллективную сдачу материалов для ДНК-теста, чтобы установить родственную принадлежность оказавшихся в странах Ближнего Востока российских детей и вернуть их домой. Какие дети? Российских детей на территории Ближнего Востока нет, мог бы ответить какой-нибудь президент. Но дети, видимо, есть. Кадыров что-то знает. Вероятно, существуют специально обученные войска, цель которых – проникновение в другие народы на уровне ДНК. И потом заброшенный вглубь страны детский десантный батальон можно призывать в армию и пусть отдают долг родине по месту жительства за границей. И эта секретная операция может называться «Троянский конь» или «Чеченский жеребец». Секретное оружие может поступить на вооружение уже очень скоро. Главное – не расплескать эту идею по дороге. Кроме этих опасностей, детей нужно защищать и от чиновников, подобных Николаю Змушко. Кто это человек, наверное, никто никогда бы и не знал, если бы этот глава муниципального района в Приморье не проявил все свои таланты в защите детей от их собственного развития и не пресекал бы возможности и перспективы одаренных на корню. В общем, жил-был в Приморье умный и талантливый школьник, которого пригласил в Москву для участия в юниорском водном конкурсе. Естественно, школьника сопровождал педагог. Школьник победил. Его включили в состав одаренных детей России. А учителя, который сопровождал ученика, оштрафовали за прогул на 10 тысяч рублей. Кроме низкой зарплаты, талантливым педагогам, видимо, полагается бонусом и унизительные отношения со стороны руководства. Пока существуют такие ответственные чиновники, есть у детей и надежда на светлое будущее. Не у всех, но есть. И чаще всего этим могут, хотя и не стоило бы, похвастаться только дети тех самых чиновников. Как-то получается, что у высокопоставленных и даже у низконаклоненных чиновников дети не самые одаренные, но именно они учатся за границей в лучших университетах мира. Это, кстати, не столько утечка мозгов, сколько капитала. И пусть. Главное, что золотые дети защищены от российского образования. После учебы эти же дети защищены от безработицы, от низких зарплат и рвут пятую точку, чтобы добиться хотя бы того, чего добился папочка. Еще проще тем, у которого просто есть богатый папик. Остальным же детям можно только пожелать держаться там. И напоследок мне бы хотелось сказать, пусть выращиванием овощей занимается Министерство сельского хозяйства, а не Министерство образования. На этом все. Это была программа «Держитесь там». Увидимся через неделю. Пока.